«Так не доставайся же ты никому». Эту фразу, ставшую крылатой, произнес Карандышев в фильме «Жестокий романс». Уверен, что многие, как и я, помнят этот фрагмент очень хорошо. Этот фильм сняли давно, в 1984 году, но буквально в 2019 произошел очень серьезный и резонансный инцидент, который как раз таки напомнил мне фрагмент того самого фильма. Это Олег Соколов, доцент, кандидат наук, человек немолодой, 1956 года рождения. А это Анастасия Ещенко, молодая аспирантка, которой было всего лишь 24 года, когда их отношения с Соколовым достигли апогея. Да, это довольно странно, молодая студентка и кандидат наук, но если посмотреть правде в глаза, то таких историй больше, чем нам кажется на самом деле. Конечно же, не все истории заканчиваются таким ужасом, но сегодняшнее дело закончилось очень и очень трагично. Когда это дело произошло, я очень поверхностно знал какие-то детали. На данный момент прошло уже почти 7 лет с момента преступления, и наверняка многие из вас знают все детали и факты этого дела. Но все-таки я решил записать свои мысли насчет этого, и буду очень рад и признателен, если вы досмотрите ролик до конца. 9 ноября 2019 год. Санкт-Петербург. Город в это время года особенно тусклый и мрачный. Около 5 утра по набережной реки Мойки едет обычный таксист по фамилии Айвазян. В салоне его автомобиля стоял запах от пассажиров, которых он только высадил. Водитель специально приоткрыл окно, чтобы проветрить. Недалеко от дома 94 он внезапно услышал нечеловеческий крик. Это не просто крик, это отчаянные вопли о помощи, доносящиеся прямо из ледяной воды. Айвазян, проявив неравнодушие, остановился. Он выбегает на набережную, вглядывается в воду и видит страшную картину. Пожилой мужчина по пояс в воде барахтается, пытаясь удержаться на плаву. Течение и тяжелая намокшая одежда тянут его на дно. Таксист пытается помочь своими силами, бросает утопающему трос, но тот слишком слаб. Он несколько раз срывается и снова падает в воду. Понимая, что счет идет на секунды, водитель набирает 112. Вскоре набережную озаряют проблесковые маячки спасателей и полиции. Мужчину, изможденного, трясущегося от гипотермии, вытаскивают на гранитный берег. И здесь начинается самое интересное. Полицейские замечают, что рядом с тонущим в воде плавал рюкзак. Они предлагают спасенному забрать его вещи, но старик, зуб на зуб не попадая от холода, вдруг открещивается. Это не мое. Сотрудники полиции, люди опытные и недоверчивые, не поверили. Пока врачи скорой помощи пытались отогреть потерпевшего, который, как выяснилось, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был практически невменяем, один из постовых решил проверить содержимое рюкзака. Он расстегивает молнию, внутри лежит травматический пистолет, а рядом с ним 2 женские руки, по локоть. На логичный, но шокирующий вопрос полицейских «что это?», спасенный лишь невнятно бормочет «рядом плавала». Этого промокшего пьяного человека везут в Мариинскую больницу. У его палаты выставляют вооруженный конвой. Личность устанавливают быстро. Это не бездомный и не случайный прохожий. На больничной койке лежит живая легенда российской исторической науки, кавалер ордена Почетного легиона, 63-летний доцент СПбГУ Олег Валерьевич Соколов. Но настоящий кошмар ждал сыщиков не в больнице, а в его квартире. И прежде чем мы перейдем к деталям этого ужаса, я хочу вас поближе познакомить с Соколовым и его возлюбленной. Настя родилась в апреле 1995 года в станице Старовеличковской Краснодарского края в хорошей, очень достойной семье. Ее отец, Олег Ещенко, ранее бывший профессиональным спортсменом, в тот период уже работал учителем физкультуры в школе номер 4, куда и пришла учиться его дочка. Мама девочки, Галина Ещенко, тоже сначала работала в школе учителем начальных классов. Однако потом она сменила деятельность, сделав карьеру в полиции и получив звание подполковника МВД России. Настя росла не по годам, серьезной и умной. Самым любимым ее занятием было чтение. Когда ее сверстники шумно играли и бегали, ей куда больше нравилось тихо перелистывать страницы книг. Учителя выдвигали девочку для участия в олимпиадах школьников, где она неизменно занимала призовые и первые места.
Про нее говорили, что ей надо было родиться в прошлом, потому что своей скромностью и воспитанностью она больше походила не на современную школьницу, а на барышню. Не изменился ее характер и при наступлении юности. Настя не посещала шумных вечеринок, по-прежнему предпочитая чтение. Ее очень интересовала история. Школу девочка закончила с золотой медалью, сдав ЕГЭ по истории на 100 баллов. Русский язык и обществознание на 95. Она легко поступила на исторический факультет престижного Санкт-Петербургского университета, выиграв большой конкурс. В университете ее называли ботаником, но с огромным уважением. Девочка не любила шумные тусовки, вписки, клубы. Всему этому она предпочитала чтение в библиотеках. И при всем этом, как отмечают люди, которые с ней общались, она не была скучной. С ней всегда можно было поговорить на любую тему, и она могла грамотно отстоять свою позицию, аргументируя это чем-либо. И согласитесь, для нашего времени это очень большая редкость. Есть еще одна деталь, которая очень хорошо может характеризовать ее как человека. После первого курса она поехала на археологическую практику на суровый Кольский полуостров. Там она добровольно стала дежурной по полевой кухне. Друзья вспоминают, как она старалась успеть приготовить вкусный обед к возвращению уставших и голодных археологов. Заботу о других она ставила выше собственного комфорта. Даже приезжая на каникулы к родителям в Краснодарский край, она не расставалась с книгами. Всегда привозила с собой кипу рукописей, все время что-то читала, писала, рассказывали знакомые из семьи. Настя была трудолюбивой и скромной, она подрабатывала репетиторством, беря всего 700 рублей за час занятий. Любила стихи Маяковского и занималась степ-аэробикой. К слову, бакалавриат и магистратуру ИСТФАКа СПбГУ она окончила с отличием и поступила в аспирантуру. Казалось, впереди блестящая научная карьера, но на третьем курсе в ее судьбе появился он, доцент Олег Соколов. Пока я готовил материал, я успел прочитать совершенно разные комментарии насчет Анастасии. Конечно же, большинство сходилось во мнении, что она невероятно умный и начитанный человек. Но, как вы понимаете, некоторые все-таки не упускали возможность напомнить о том, что она молодая студентка, и она мутила, скажем так, с довольно немолодым преподавателем. Согласен, иногда такую информацию переваривать крайне сложно. Но если посудить объективно, то я уверен, что Анастасия искала в нем не то, что могли бы искать 90% современных девушек в таких отношениях. Я сейчас про деньги говорю. А искала чистую, безусловную любовь и понимание. И это далеко не уникальный случай. Просто мы привыкли осуждать все и всех, что не соответствует нашим внутренним шаблонам. А что же касается самого Соколова? Олег Валерьевич Соколов родился 9 июля 1956 года, в тогда еще Ленинграде. Он российский историк, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времен наполеоновских войн, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории нового времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета в 2000 по 2019 год, кавалер ордена Почетного легиона. В 1979 году он окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института имени Калинина с присвоением квалификации инженер-физик. В 1984 с отличием окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова по кафедре истории нового и новейшего времени. В 1991 году в Санкт-Петербургском государственном университете под научным руководством доктора исторических наук профессора Ревуненкова защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Офицерский корпус французской армии при старом порядке и в период революции 1789 по 1799». Работал учителем в средней школе номер 149 Калининского района Ленинграда. В 1998, 2000 и 2002 годах приглашенный профессор практической школы высших исследований в Сорбонском университете. И это прям ученый во всей красе. Я не буду углубляться в подробности его научной деятельности, потому что это целевой аудитории будет совершенно неинтересно. Скажу лишь то, что на его счету более сотни научных работ.
Он владеет несколькими языками и является соавтором энциклопедии о событиях 1812 года. А вот о его реконструкциях можно и поговорить, хоть бы и поверхностно. И там есть очень интересная деталь, связанная с его уголовным прошлым. В 1976 году Олег Соколов создал первую в СССР группу военно-исторической реконструкции войн наполеоновской эпохи. Один из основателей реконструкции сражений эпохи Наполеона I, одного из самых массовых сегментов движения исторической реконструкции в современной России. В 1988 участник первого международного военно-исторического похода по местам боев 1812 года. В 1989 при поддержке отдела оборонно-массовой и спортивной работы ЦК ВЛКСМ прошел первый съезд представителей военно-исторического движения страны. На съезде создали Федерацию военно-исторических клубов СССР, президентом которой избрали Соколова. По сообщениям СМИ, 1 марта 1982 судом был вынесен приговор, признавший Соколова одним из виновных в совершении деяния, предусмотренного статьей 213 «Нарушение действующих на транспорте правил об охране порядка и безопасности движения, если это повлекло гибель людей». С назначением наказания в виде 2 лет лишения свободы условно в связи с гибелью 5 июля 1981 года человека при затоплении фрегата «Святой Георгий» Петровского военно-исторического подросткового клуба, шедшая для участия в съемках фильма «Россия молодая». И по факту Соколов уже привлекался, но, конечно, это абсолютно ни в какое сравнение не идет с событиями 2019 года. Поэтому предлагаю в эти самые события и окунуться. Как вы помните, я остановился на фрагменте, где Соколова выловили из воды, достали рюкзак и потом оперативники выехали на его квартиру. Следственный комитет возбуждает уголовное дело по статье «Убийство» практически мгновенно. Уже через пару часов после находки в рюкзаке, около часа дня следователи и оперативники уголовного розыска поднимаются по ступеням старинного дома на набережной Мойки 82. Именно здесь, в просторной 80-метровой квартире, жил известный историк. Дверь вскрывают, внутри атмосфера 19 века. Антиквариат, мундиры, книги, но запах подсказывает, что что-то тут не так. Обыск длится недолго, страшные находки лежат буквально на поверхности. Оперативники находят торс. Голова, руки и ноги отделены. Голова, на которой отчетливо видны синяки, спрятана в красный пакет. Здесь же, как немой свидетель, лежит пила. Эксперты быстро устанавливают личность. Это 24-летняя Анастасия Ещенко, аспирантка, ученица Соколова, его соавтор и, как знали многие, его возлюбленная, с которой он сожительствовал. Но как блестящий ученый превратился в мясника? Чтобы понять анатомию этого преступления, нам нужно отмотать пленку слегка назад. Студенты обожали его лекции, на них не просто ходили, туда бежали, стараясь не прогуливать ни одной пары. Доцент, несмотря на свой возраст, прекрасно держался в седле, был экспрессивен и харизматичен. Он умел быть изысканным с женщинами, покоряя их сердца то своей решительностью, то романтическими ужинами при свечах в стиле 18 века. Он называл себя Сиром, и в этой игре он был Наполеоном, а окружающие его свитой. Однако за фасадом галантного французского шевалье скрывалась другая натура. Как отмечают многие, манеры Соколова напоминали скорее удалого русского барина, самодура, которому закон не писан. У него было несколько жен, детей от разных браков, но это не мешало ему пользоваться успехом у студенток. Их встреча была неизбежна. Настя перешла на 3-й курс, и Соколов начал читать у них лекции. Она сидела в аудитории, восхищалась его умом и подачей материала, а он не скрывал восторга от юной, красивой и образованной девушки, которая смотрела на него как на божество. Несмотря на колоссальную разницу в возрасте, почти 40 лет, роман развивался стремительно. Их сближала не только наука. Настя увлекалась театром, а Соколов обожал театральность жизни, регулярно устраивая костюмированные балы у себя дома. Слухи по факультету поползли, когда Настя училась на 4-м курсе. Сначала она просто помогала доценту переключать слайды на лекциях, потом начали выходить их совместные научные статьи. Окончательно все стало ясно на выпускном. В то время как другие студенты пришли с родителями, Анастасия Ещенко пришла под руку с Соколовым.
Он не отходил от нее, фотографировал со всех ракурсов, словно демонстрируя свой трофей. Соколов полностью поглотил ее мир. Сверстники стали ей неинтересны. Приятель Насти позже скажет, Олег Валерьевич заразил ее своей наполеономанией. Ученый, часто преображавшийся в императора, называл свою возлюбленную то Жозефиной Багарне, то маркетанткой Изабель. Вскоре Настя переехала к нему в квартиру на мойку. Друзья говорили, что она влюбилась в него с первой лекции и любила очень чисто и сильно. Она поддерживала его во всем. Лечила, когда он болел, да и в принципе выполняла любую его прихоть. В духовном, нематериальном плане Настя очень ценила возможность диалога с Соколовым. Настоящего диалога. Ей было очень приятно, что они могут разговаривать, и, я так понимаю, она имеет в виду такой неповерхностный уровень беседы, что она может что-то рассказать, она, возможно, имела в виду и историю. Я думаю, это совокупность всего. То есть Настя, она ценила это и была больше всего рада возможности диалога с человеком. Подарки, цветы приносила Настя. Очень часто, достаточно часто приходила с цветами. И она очень ценила не только в отношениях с Соколовым вообще, и здесь в частности, и в большей степени, такие мелочи, которые показательны. Я уже писала про прогулки, про возможность сидеть на набережной Невы, булдыхать ногами в воде. То есть вот такие трогательные мелочи, которые показывают, что человек относится не плоско к тебе, ей были очень ценны. Вот это она ценила диалоги, возможность настоящего разговора и мелочи, теплые душевные мелочи. Ради него она даже сместила фокус своих научных интересов на Наполеона, хотя чувствовала, что теряет себя. Была в их жизни и настоящая романтика. Подруга вспоминает случай. Они сидели на берегу Невы, болтали ногами в воде, и Соколов бежал к Насте так, что у него слетел ботинок. Тогда казалось, что счастье возможно, даже несмотря на разницу в возрасте. Несмотря на свои высокие научные достижения, у Соколова все-таки были свои странности. Или, как сейчас модно говорить, ред-флаги. К примеру, взять его так называемую наполеономанию. Он частенько наряжался в мундир Наполеона и называл себя сиром. Был человеком довольно-таки властным и заставлял делать Анастасию то, что нравится ему, но не нравилось ей. Также некоторые студенты отмечали, что у него были вспышки агрессии, которые он не мог контролировать. А то, что он после преступления оставил части тела в квартире, это как? В общем-то, ученый он может и гениальный, а вот как человек довольно жуткий и опасный тип. Идиллия была хрупкой, Соколов был женат, от второй жены у него было 2 маленьких детей, и разводиться он не спешил. Еще одна дочь от первого брака жила во Франции. Настя знала об этом с самого начала, но со временем ситуация начала накаляться. Законная супруга Соколова, по слухам, закрывала глаза на его интрижки. А вот Настя начала жутко ревновать доцента к его детям. Знакомые недоумевали, зачем это соперничество. Возможно, дело было не только в детях, а в неопределенности ее собственного статуса. Соколов запрещал ей рассказывать родителям об их отношениях. Девушка чувствовала вину, обманывая родных, но боялась перечить любимому. Были и внешние раздражители. Знакомые знали о некой девушке, которая была одержима самой Анастасией. Узнав о романе с Соколовым, она даже завела паблик ВКонтакте, где скрупулезно разбирала ошибки в их совместных статьях, желая Анастасии быть более самостоятельной. Отношения начали портиться спустя 2 года. Новый год пара встречала раздельно. Соколов был с семьей, Настя одна. В переписке с подругой она писала «Я дома». Решила, что ему будет лучше провести праздники с детьми. Хотя это очень больно, но кажется правильно. В письмах проскальзывала усталость и страх. «Она все знает, но ей так удобно», – писала Настя о жене Соколова. Она строила планы уйти в аспирантуру к другому научному руководителю, чтобы не зависеть от Олега. В мае 2019-го она писала подруге «Вчера полдня боялась позвонить преподавателю. Голос дрожит. Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать».
Мать Анастасии позже предположит, дочь просто устала от тотального контроля и решила уйти. Тем более, что в середине ноября родители планировали приехать в Петербург, навестить дочь. Возможно, именно страх перед разоблачением и грядущим разрывом стал триггером для Соколова. 7 ноября 2019 вечер в квартире на мойке разгорается скандал. Главным свидетелем последних минут жизни Анастасии стала соседка Соколова, Ангелина Вольская. Она жила за стенкой в смежной комнате коммунальной квартиры. Стена была тонкой и слышимость была отличной. Поздно вечером Ангелина услышала ссору. Анастасия пыталась уйти, Соколов не отпускал ее, выкрикивая оскорбления. По показаниям соседки все примерно происходило вот так. Настя ему говорит: «Не трогай меня, пожалуйста». В ответ была слышна очень громкая брань Соколова и звук передвигаемой мебели. Затем шум борьбы и плач. Девушка сквозь слезы умоляла ее не трогать. Соседка насчитала не менее 5 ударов. После каждого удара Настя повторяла, что прощала ему измены и умоляла остановиться. Последние слова Анастасии были попыткой успокоить агрессора. «Хорошо, я никуда не пойду. Ты не ублюдок, только не трогай меня». А потом раздался громкий женский визг. Он повторился 2 или 3 раза, и наступила тишина. Больше из квартиры не доносилось ни звука. Что произошло в эти минуты? По версии следствия и признанию самого Соколова, которое он сделал сразу после задержания, но позже изменил, события развивались так. После избиения Настя, казалось, успокоилась и легла спать. Соколов, полностью осознавая свои действия, взял обрез охотничьего карабина, мелкокалиберную винтовку, переделанную под обрез. Он подошел к кровати, поднес ствол к виску и нажал на спуск. Но одного выстрела ему показалось мало. Он перезарядил оружие, выстрелил снова. Перезарядил и снова. Всего он выпустил 4 пули. Эксперты позже их найдут с помощью рентгена. То, что происходило в квартире следующие сутки, заставляет в очередной раз усомниться в адекватности историка. Соколов утверждает, что после первого выстрела ничего не помнит. Но его действия говорят о холодном расчете, сменившемся паникой. Осознав, что совершил, он решил избавиться от тела. Но сначала он принимал гостей. Представьте эту картину. 8 ноября, вечер. В одной из комнат лежит тело, в котором 4 патрона, а в соседней комнате хозяин квартиры принимает друзей, пьет с ними коньяк и ведет беседы. Гости не заметили ничего необычного. Лишь спустя 2 дня, 9 ноября, ученый перешел к финальной стадии своего плана. Он купил пилу. Процесс давался ему тяжело во всех смыслах. Потому что он был стариканом и физически тяжело было такое сделать. А также его периодически тошнило. Чтобы подавить позывы и продолжить страшную работу, он раз за разом выпивал алкоголь. Дело сделано, голова, руки, ноги – все это он упаковал в пакеты. Его план был театрален, как и вся его жизнь – утопить все это в мойке, а затем, надев мундир Наполеона, уйти в мир иной, в Петропавловской крепости на глазах у туристов. Он хотел уйти красиво, попрощавшись с эпохой. Но проза жизни вмешалась в его планы. Пьяный, замерзший, с рюкзаком он поскользнулся и упал в воду, пытаясь выбросить то, что могло вызвать вопросы. И опять же, вот этот спектакль с мундиром Наполеона и уходом на тот свет заставляет задуматься об адекватности этого человека. И я даже не знаю, хорошо ли это или плохо, что он не успел довести свой план до логического конца. На допросах и в суде тактика Соколова менялась. Сначала, сразу после задержания, когда оперативники уже нашли голову в его квартире, он признался, что стрелял в спящую Анастасию. Но позже, выстроив линию защиты, он начал обвинять жертву. «Я считал ее невестой. Я сказал, что выходные должен провести с детьми. Она пришла в бешенство», – рассказывал он в суде. Соколов живописал поток агрессии, утверждая, что Настя бросилась на него с ножом. Он называл ее чудовищем, которое оскорбляло его детей матом, доводя его до состояния аффекта. Ряд падких на сенсацию журналистов выдумали страшного садиста, профессора Мориарти, и юную невинную девочку. Восклицал он из-за решетки, требуя наказания по справедливости, а не по мнению СМИ. Однако факты были против него. Суд установил, умысел сформировался внезапно, в ходе ссоры, но действовал Соколов осознанно. Мотив – ревность. Защита просила до 8 лет лишения свободы, ссылаясь на его научные заслуги и состояние аффекта. Прокуратура требовала 15 лет строгого режима. Вердикт судьи Юлии Максименко прозвучал: виновен, 12 лет, за убийство.
1 год и 6 месяцев за незаконное хранение оружия. По совокупности 12,5 лет колонии строгого режима. Достаточно ли это для человека, который совершил такое жестокое и циничное преступление? Давайте будем объективными. Шансы на то, что он выйдет оттуда живым, они есть, но они небольшие. Я не строю иллюзий и думаю, что человек в довольно-таки преклонном возрасте вполне себе может уйти на тот свет раньше, чем закончится его отбывание в колонии. Но все-таки, если он выйдет на свободу, то это будет уже не гениальный историк и выдающийся преподаватель, а обычный старик, которого погубила мания величия. Пока в Петербурге шли судебные баталии, в маленькой станице Старовеличковской прощались с Настей. Проводить девушку в последний путь пришли сотни людей. Атмосфера была пропитана горем и злобой на преступника. Семья была уничтожена. Мать Насти, Галина, на кладбище в отчаянии легла и выла от боли. Ей стало настолько плохо, что прямо с церемонии ее увезли в реанимацию. Отцу, Олегу Ещенко, пришлось самому произносить прощальную речь, сдерживая слезы. «Я как рассуждал. Если ей хорошо, то и мне хорошо», — говорил он над могилой. «Мы разговаривали, говорили, что у этих отношений нет будущего. Но она любила его». Отец подчеркнул, в этих отношениях не было корысти. Настя действительно любила своего палача. Коллеги и студенты позже признавались, тревожные звоночки были и раньше. Соколов до этого проявлял агрессию. Известно о другой студентке, с которой он жил ранее, и которая писала заявление в полицию об угрозах и побоях, но тогда дело замяли. В университетской среде существовала зависимость студентов от преподавателей. Уйдешь от научного руководителя – сломаешь карьеру. Анастасия Ещенко стала жертвой не только ревнивого возлюбленного, но и системы молчания, где гениальность прощала безумие. История любви, которая началась как красивая сказка о Наполеоне и Жозефине, закончилась 4 выстрелами и черным пакетом. Прекрасный Петербург с его дворцами и каналами в очередной раз подтвердил свою репутацию города, где красота и уродство идут рука об руку. После заключения Соколова направили в колонию строгого режима номер 6 во Фрунзенском районе СПБ. Как ни странно, условия там не хуже санатория, по словам самого историка. Камеры похожи на общежитие, есть телевизоры, можно посещать общие кухни, спортзал, библиотеку и даже бильярд. Заключенным разрешено покупать продукты в магазине, заниматься чтением, а также вести кружок. Соколов недавно стал библиотекарем и преподавателем истории для сокамерников. В своих письмах он уверял, что чувствует себя скорее пациентом санатория, чем осужденным. Кстати говоря, уже после ареста к нему проявили внимание 2 женщины, обе Екатерины. Одна следит за порядком в его квартире, где произошло преступление, а другая посылает книги и письма поддержки. Соколов якобы даже признался, что хотел бы жениться на одной из них. Кстати, историк до сих пор просит отправить его на воинскую службу, сами понимаете куда, чтобы искупить преступление. Однако из-за возраста ему в просьбе категорически отказано. Да, я прекрасно понимаю, что Анастасия любила его чистой любовью, но при этом она была довольно-таки наивной. Возможно, потому что у нее не было как такового опыта взаимодействия с мужчинами, она и подумала, что такой человек, как Соколов, может бросить детей, жену, отказаться от них и начать строить отношения с молодой аспиранткой. Но жизнь, она иногда гораздо тяжелее, чем та жизнь, о которой пишут в книгах. Наверняка она мечтала о счастливой жизни с этим человеком, а он считал, в свою очередь, то, что она просто игрушка, которая удовлетворяет его желания. Желание властного старикашки, который возомнил себя реинкарнацией Наполеона. А на сегодня у меня все, друзья. Не забывайте подписываться на мой YouTube канал, а также не забывайте про наш Telegram, в котором я общаюсь с подписчиками и выкладываю самые свежие анонсы. До скорых встреч!